Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня я решила скупиться перед Пасхой. И не смогла не заметить, как весь супермаркет завален еще большим количеством разных панеттоне. Люди в корзинках берут себе по 2-3 коробочки, по 600 и даже 800 гривен. А значит, сегодня мы приготовим самый быстрый и простой рецепт панеттоне, который существует. Рецепт этого панеттоне на моем канале набрал более 3 миллионов просмотров. Это самый запрашиваемый рецепт с сотней тысяч позитивных отзывов, которые вы можете посмотреть под вот этим вот видео. Рецепт с простой муки, без манитобы, без долгих ночных или суточных опар и без вымешивания руками. Сочный, воздушный как пух и не черствеющий до 2 недель. Вкус этой выпечки затмевает все стандартные рецепты и ломает стереотипы, что панеттоне можно приготовить только с дорогих продуктов, потратив несколько дней. А для тех, кто уже приготовил по этому рецепту год назад, будет также интересно посмотреть, потому что я внесла некоторые коррективы, чтобы вы получили еще лучший результат. Маленькие какие, смотри. Манипусенькие. В первую очередь приготовим опару. В миску вливаем 270 мл теплого молока. Молоко должно быть теплое, обязательно не горячее, иначе у вас дрожжи погибнут. 1 столовую ложку сахара и 40 граммов живых прессованных дрожжей. Дрожжи должны быть хорошего качества, свеженькие. Смотрите, как они. Они не липнут и вот такие вот как рассыпаются, когда я их придавливаю. Это значит, что они свеженькие, хорошего качества. А когда они липнут, тогда уже, может быть, уже пропали. Вместо живых можно использовать сухие, но все-таки в этом рецепте лучше использовать живые. Сухих тогда нужно брать 12 граммов. Из общего количества 620 граммов муки. Я ее уже просеяла. Отбираем муки столько, чтобы получилась достаточно густая тягучая масса. Добавляйте по несколько столовых ложек и перемешивайте венчиком. И так, пока опара не станет нужной консистенции. У меня ушло около 8 столовых ложек муки. Вот такая должна получиться тягучая, густенькая опара. Накрываем пищевой пленкой. Можно полотенцем. Делаем небольшое отверстие. Ставим опару подойти примерно на 30-40 минут. Она должна увеличиться в 2 раза. Можно в теплую духовку не выше 40 градусов. Можно вот так вот поставить. И на противень налить немного горячей воды. И здесь не выше 40 градусов. И вот в таком виде оставляем. Замачиваем цукаты. Изюм я заливаю горячей водой. Почти кипяток. И сразу же ее сливаю. И сюда же добавляем цукаты, какие у вас еще есть. Можно просто изюм. Я еще добавлю пару кусочков манго, курагу и клюкву. По весу цукатов у меня 300 граммов. Крупные сухофрукты нарезаем небольшими кубиками. Изюм, клюкву и манго можете добавлять столько, сколько вам нравится. А вот с курагой будьте аккуратны, потому что она сильно много натягивает в себя влажности и иногда имеет странный привкус. Но так как я люблю курагу в выпечке, я добавлю всего несколько штучек. Если будете замачивать на ночь цукаты, тогда вы можете залить холодным апельсиновым соком вместе с коньяком либо ромом пополам и оставить на ночь набухать, чтобы они размягчились и пропитались. Тогда аромат будет от цукатов просто волшебный. Но у нас осталось до приготовления несколько часов, поэтому мы зальем сразу апельсиновым соком и ромом. Только апельсиновый сок мы подогреем. Заливаем цукаты горячим апельсиновым соком и ромом либо коньяком. Если у вас нет рома либо коньяка, тогда можно заменить просто горячей водой и добавить ароматные капельки. Вот такие вот пару капель, и уже будет пахнуть даже обычная горячая вода очень приятным алкоголем. И накрываем пищевой пленкой, либо крышечкой, чтобы аромат весь остался внутри. Далее отделяем желтки от белков. Нам понадобится 210 граммов только желтков. Желток придает выпечке сочность за счет жирности, чтобы тесто получилось нежным, мягким и не сухим. Желток – это отличный эмульгатор, объединяет жидкость и жиры. Если у вас нет весов, тогда ориентируйтесь на количество желтков. У меня от яиц С1 получилось 12 желтков, но отчетливо видно, что попадал еще и белок и дал свой вес.
Так что без весов добавляйте 13-14 желтков, без остатков белка. А если, как у меня, попадал и белок, тогда 12 желтков. Друзья, вы много спрашиваете, можно ли заменить хотя бы половину желтков на целые яйца. Да, можно, это повлияет, конечно же, на этот уникальный вкус, но будет все равно очень вкусно. Как это сделать, я расскажу в конце видео. Оставшиеся белки накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Из них можно приготовить глазурь, либо безе. Но самое вкусное – это воздушный меренговый рулет. Ссылочка будет в верхнем углу видео. А еще их можно заморозить и размораживать по необходимости. Они не потеряют свои свойства. Взбиваем желтки миксером либо венчиком несколько минут до однородности и легкой пышности. Да вот такого вот состояния. За это время опара уже очень хорошо подошла. Посмотрите, какая она пышная стала. Вливаем взбитые желтки в опару и перемешиваем. На этапе опары сразу ориентируйтесь качество дрожжей. Если она не поднялась, что-то пошло не так, значит не продолжайте замес, дрожжи неактивные, либо пропали, либо срок годности прошел. Это очень важно. Вот так хорошенько соединяем вместе. И теперь займемся сухими ингредиентами. Оставшаяся мука от общего количества, цедра с одного апельсина и сахар 220 граммов. Если хотите еще большего аромата, тогда сахар смешайте с цедрой. Ее прямо нужно перетереть с сахаром. Это можно сделать руками, либо ложкой. Вот так вот ложкой. Должны выделиться эфирные масла и пропитать весь сахар. Будет очень приятный цитрусовый аромат. Давайте руками. Видите, сразу же желтенький такой сахар становится. Теперь в муку добавляем весь сахар с цедрой и ванильный сахар. Все перемешиваем. И 1/2 чайная ложка соли. Если любите пряный вкус пасок или куличей, тогда добавляйте еще щепотку корицы и молотого мускатного ореха. Это очень придаст приятный пряный аромат. Так у нас получается 2 миски. В одной сухая смесь, во второй жидкая часть. Еще по желанию можете добавить 1 столовую ложку апельсинового сока, если любите. И обязательно 1 столовую ложку меда. Благодаря меду панеттоне будет очень долго сохраняться мягким и свежим. Но если на мед у вас аллергия, его не добавляйте. Вливаем всю жидкую часть в сухую. Далее вымешиваем тесто крюками для теста, либо тестомесом до объединения ингредиентов и однородности пару минут. Если будете вымешивать руками, то вымешивайте лопаткой столько, сколько позволит тесто, и далее руками. Тесто будет липкое, и руки можете немного смазывать растительным маслом, но не добавляйте лишней муки. И по времени нужно будет вымешивать столько же, сколько вымешиваем крюками. Когда масса соединилась, добавляем размягченное сливочное масло. Масло должно быть комнатной температуры, вот такой примерно консистенции. Добавляем частями. Добавили кусочек, вмешали, следующий добавили. И так, пока не закончится вся пачка масла. Примерно 5 минут мы будем вмешивать по кусочку все сливочное масло. И после того, как уже вмешали все масло, вымешиваем еще 10 минут. Все это мы делаем для формирования правильного волокнистого и пышного мякиша. Прошло 15 минут, тесто уже более гладкое, однородное, и видно, что при вымешивании оно будто собирается потихоньку в комок. Скорость я всегда выставляю среднюю, 3-ю либо 4-ю из 7 скоростей. Вот такое вот получается тесто, оно такое достаточно тягучее, эластичное, гладкое, однородное.
Накрываем крышкой, либо пищевой пленкой. Обязательно сделайте отверстие для циркуляции воздуха. Тесто на живых дрожжах очень хорошо и быстро растет, даже при комнатной температуре. Поэтому в духовку ускорять процесс расстойки я не буду. Оставляю тесто при комнатной температуре. Уже через час оно очень хорошо подходит. Если у вас есть хороший запас времени, тогда через час сделайте дополнительный обмес теста и снова оставьте на расстойку. Это только улучшит мякиш будущего панеттоне. Я оставила тесто на несколько часов, и оно у меня очень сильно выросло. Я это предусмотрела и крышку смазала растительным маслом. И сверху поставила груз, чтобы тесто не убежало. Посмотрите, какое пышное и воздушное тесто получилось. Тесто насыщено очень хорошо углекислым газом. И его нужно крюками вымесить еще 10 минут. Перед тем, как вымешивать, сначала отбросьте цукаты на сито. Они уже впитали в себя очень много жидкости. И в таком виде оставляем, пока будем вымешивать тесто. Вымешиваем крюками 10 минут на средней скорости. Второй такой замес очень хорошо развивает глютен в тесте. Друзья, этот рецепт набрал просто тысячи позитивных отзывов. Многие писали, что вымешивали и лопаткой, и руками, и вилкой, и даже так получалось вымешать до волокнистости. Я вымешивала всегда крюками для теста на вот таком вот обычном миксере. У меня, кстати, миксер самый простой и дешевый. В комплекте крюки идут сейчас почти к каждому ручному миксеру. А если вам нужен тоже ручной тестомес, тогда кликайте на ссылку под видео в описании и получайте уникальный промокод на скидку в моем магазине на все ручные миксеры тестомес и на кухонные весы 20%. Когда во время замешивания тесто собирается в один плотный ком, слегка наматывается на крюки и от чаши видно такие тягучие волокна, значит клейковина в тесте хорошо развита. А если оставить на 15 минут отдохнуть после замеса, можно просмотреть глютеновое окно. Но я вам сейчас сразу после замеса и покажу тонкую пленочку, которая уже на этом этапе не рвется. Добавляем цукаты в тесто, только смотрите, чтобы хорошо с них слилась вся жидкость. И если вы боитесь лишней жидкости или влажности в паске, тогда добавьте 1 столовую ложку муки, перемешайте и потом уже добавляйте в тесто. Добавляем цукаты. И снова перемешиваем несколько минут. Нужно вмешать просто их в тесто. Цукаты хорошо вмешали, они распределились по тесту. По липкости, если сухой рукой без воды и растительного масла, оно липкое. Вот такое вот. Это нормально. Ничего не добавляйте муки, вот оно должно вот таким быть липким. Но консистенцию вы видите сами, какое оно. Блестящее, тягучее, очень такое красивое тесто. Смазываем руки растительным маслом и поверхность, где будем формировать. Чтобы тесто не расползалось, складываем его в такой вот конверт. Так мы его соберем в ком, и нам легче будет отщипывать кусочки теста. Далее отщипываем по кусочку теста и формируем руками панеттоне. Наполняем формы на 1/3 теста. Так как у меня тесто очень активное и быстро растет, нельзя ни в коем случае наполнять даже наполовину, иначе они могут перерасти в духовке. Из этого количества получается 6 панеттоне 9 см шириной на 8,5 и 1 13 см шириной и 8,5 высота. Я наполняла тесто без весов, и у меня получилось где-то половина теста, где-то на 1/3. Получилось 5 штук по 9 см шириной, а там, где я наполняла наполовину, они выросли с очень большими шапками. Поэтому распределяйте тесто по чуть-чуть, и выйдет у вас на 1 больше, чем у меня, и более красивое. Оставляем на расстойку примерно на полчаса-1 час, в зависимости от вашей температуры. Я буду оставлять на столе, подогревать это тесто не нужно, оно уже, я первую вот эту сделала, она уже растет, я прям вижу на глазах. Поэтому оставляем при комнатной температуре, накрываем и будем выпекать, когда дойдет хотя бы 1 сантиметр, 1,5 сантиметра, и будем ставить в духовку. Прошел час.
уже хорошо подошли. Особенно там, где побольше было теста. Выпекаем на решетке на втором уровне, так они находятся максимально в центре духовки. Маленькие будут выпекаться 30 минут, а которые побольше 40-45 минут до сухой шпажки. Чтобы шапочки сильно не прижаривались, через 15-20 минут после выпечки можно накрыть фольгой либо пергаментом. Выпекаем при температуре 180 градусов. Готовые панеттоне остужаем, либо подвешивая на шпажке вверх ногами, либо же укладываем на мягкую подушку, чтобы они не прогнулись. После выпечки они очень мягкие и легко деформируются. Глазурь приготовим из маршмеллоу. Это самая простая и быстрая глазурь, которая готовится за 1 минуту. К 100 граммам маршмеллоу добавляем 1 столовую ложку воды. И прогреваем импульсами по 20 секунд в микроволновке 3 раза. И после каждого прогрева перемешиваем вилкой. Прогрели первый раз, перемешиваем. Он слегка, совсем слегка размягчился. И снова ставим на 20 секунд. Вот как выглядит после второго прогрева 20 секунд. Снова все тщательно перемешиваем. И снова ставим на последний третий прогрев 20 секунд. Глазурь из маршмеллоу готова. Она получается очень красивой, однородной и пышной, и с приятным ароматом зефирок. Такой глазурью можно легко исправить все трещины и неровности на выпечке и сделать красивые подтеки. Застывает эта глазурь в течение 5 минут. Покрываем глазурью уже остывшие панеттоне. После стабилизации такая глазурь будет слегка липнуть, но и хорошо удерживать форму. Здесь я допустила ошибку и снимала формы с панеттоне, когда глазурь уже готова. Поэтому мы с мужем максимально быстро их украсили глазурью, чтобы она раньше времени не остыла. Помогал украшать мне мой муж, поэтому не судите строго. И еще, когда опускаете шапочку в глазурь, смотрите, чтобы она не оторвалась, потому что текстура даже остывшего панеттоне остается очень нежной. Получились вот такие миленькие, красивые панеттончики. Давайте посмотрим, какие же они получились внутри. Они получаются очень мягкими, просто невозможно даже держать в руке. Настолько он сжимается, что его можно сжать и отпустить, и он станет на свое место. Посмотрите, какие волокна внутри. Он волокнистый, пористый, прям пушистый. Но в этом рецепте панеттоне есть уникальная особенность. Особенность в том, что несмотря на свою невероятную воздушность и мягкость, они остаются сочными и влажными, что не характерно именно панеттоне. И это все благодаря желткам. Мне есть чем сравнить. Я пробовала обычные панеттоне, там все идеально по воздушности и мягкости, но есть проблема именно в сочности, ее там практически нет. Ну что, панеттоне готовы. Давайте попробуем уже эту вкусноту. Посмотрите, какие красавчики получились. Я, конечно же, не украшала их как макаронадом, украсила как пасхальные куличи, либо паски. Все по-праздничному. Скоро уже праздник Светлой Пасхи, с чем я вас поздравляю, с наступающим, если так можно. Ну что, давайте попробуем, продегустируем эту вкуснятину. Ну, я даже не знаю, как вам объяснить этот вкус. Настолько вот он мягенький, как пух, если так можно сказать. Просто как пух. Абсолютно. И он волокнистый. Как же это мне нравится. Я обожаю, когда волокнистая получается выпечка с правильным замесом. Вот именно вот такие волокна – это признак правильного замеса теста. Тут главное остановиться.
Это прям класс. И с маршмеллоу нужно попробовать. Впервые сделала глазурь с маршмеллоу. Так, все, я попробовала. Сказать вам, насколько это вкусно, ну, фактически невозможно. Главное его преимущество – это то, что это самый простой рецепт панеттоне, который вообще существует сейчас, который мы знаем, либо в интернете, который существует, без дорогостоящей манитобы с высоким содержанием белка, без ночных опар, какие там много замесов. Все абсолютно так же, как обычный кулич, либо паска мы готовим. Ничем не отличается, но результат вы видите, насколько он, ну, результат как настоящий панеттоне. То есть и сочность, и волокнистость, и влажность, аромат, ну все просто вот. И главное, что он остается таким же мягеньким, свеженьким очень долгое время. Обязательно попробуйте приготовить. Если вы не видели мое первое видео с рецептом этого панеттоне, обязательно посмотрите. Там видео набрало 3 миллиона просмотров. И люди писали огромное количество отзывов, которые приготовили. Действительно, можно почитать все отзывы. Люди благодарны, люди очень понравилось, им мне очень приятно. Кстати, всем спасибо, кто смотрел, кто приготовил, доверился. Безумно приятно читать ваши отзывы, что у вас все получилось, что вам понравилось, и то, что будут готовить и в этом году. Поэтому я решила снова его приготовить, но уже немножечко с небольшими поправочками, с небольшими авторскими изменениями. И впервые я приготовила глазурь с маршмеллоу. Она очень ароматная, она слегка липнет, вот остается слегка липкой, но вот она остается на месте, то есть к пальчику она не прилипает, нормально. И мне уже поднадоело вкус белка и запах. Я не особо уже люблю такую глазурь. Желатин стеклянный, абсолютно безвкусный. А вот маршмеллоу, она, конечно, подороже будет, эта глазурь. Но вот аромат, как уже такого не паски, либо кулича, а десерта такого очень пахнет, приятно, дополняет этот аромат самого изделия. Обязательно приготовьте вот такую вот вкусноту. Настоящий шедевр выпечки, вот такой вот быстрый панеттоне. Уверена, вам понравится. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Еще я вам хочу сказать, что следите за скидками. Под видео всегда будет промокод с уникальными скидочками для моих зрителей в моем интернет-магазине техники для кухни и для дома. Очень приятные скидки, товар всегда будем пополнять. Сейчас там не так много, но со временем там будет все больше и больше очень интересных новинок по очень хорошей цене. Так что не пропустите, под видео в описании. Все, всем спасибо и до новых встреч. Пока! Как я и обещала, для тех, кто не хочет добавлять 14 желтков, рассказываю, сколько тогда добавить яиц и желтков. Добавляйте 6 желтков и 3 яйца. Как и в процессе этого видео, взбиваем отдельно желтки и вводим в опару. А белки отдельно взбиваем и вводим в тесто тогда, когда мы его вымешиваем в первый раз крюками до однородности. Вымешали 1 минуту крюками, а потом добавили взбитые белки. И на небольшой скорости дальше продолжаем вымешивать тестомесом. И дальше продолжайте приготовление по рецепту. Вкус, конечно же, будет немного другой, но я учла ваши просьбы. Очень многие просили все-таки просчитать, как сделать, если без такого количества желтков. Всем огромное спасибо, кто досмотрел меня до конца. Всем светлой Пасхи и веселых праздников. Пока!